Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик. Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. Сегодня у нас на обзоре ПТ-САУ шведов 4 уровня, обычная проходная прокачиваемая ветка САУ М43. И да, вы уже, наверное, увидели, говорите, господи, да ты с какой пушкой? Не с топовой, не с фугасницей, никто на ней. А я вот хочу снять обзор на этой машине с притоповой пушкой, которая у нас быстрее заряжается, более точная, снаряды летят быстро, пробитие хорошее. Да, альфа не 350, а 110, по-моему, но хочу вот так. И буду. Значит, смотрите, предлагаю сразу пойти поглядеть бронирование этой машины, проверим, есть ли на ней броня в принципе или нет. Погнали. Так, вот наша САУ, да. Давайте мы, кстати, пушечку поставим другую. Так, что у нас, где она? Вот это, да? Да. Вот это. Хорошо. Смотрим, НЛД 15, центральный час 50, ВЛД 38, сама рубка 51, вот тут есть пятно 60, края 55, ну лючок обзорный 13 миллиметров. Оттанковать от борта она не может, углов горизонтальной наводки не хватит. В целом видим, что брони по сути здесь нет, нас пробивают все обычными снарядами, поэтому рассматривать это ПТ-САУ как штурмовую не представляется возможным. Это кустовая ПТ-шка, а ПТ-САУ поддержки, которая идет позади группы тяжелых танков либо СТ-шек. Идем в ангар. Так, смотрим основные модули. Вот эта пушечка, это следующая после стоковой. Да. Основные отличия здесь, вот на фугаснице 350 альфа, здесь 110, более чем в 3 раза меньше. Но пробитие здесь лучше, 107-130, в то время, когда здесь 65-110, да. Заряжается она 10 секунд, здесь мы заряжаемся 4,4 секунды. Следующий, самый важный параметр, это точность, здесь 0,38 и 1,9 время сведения, а здесь у нас точность 0,56 и время сведения почти 4 секунды 3,5, поэтому это с такой пушки на расстоянии стрелять невозможно. И еще, кстати, учитывать надо сразу, что на фугасной пушки скорость полета снаряда там что-то в районе 400. То есть стрелять по подвижным целям фиг попадете, и тяжело применить вот эту самую альфу в 350. Естественно, мы ПТ-САУ нам нужна топовая рация в целых 455 метров против 290. Ну, нужна подвижность, чтобы занять позицию, сменить в конце концов позицию. Разница здесь небольшая, но процентов 5-7, наверное, подвижности даст. Ну и на месте, чтобы крутиться, переводить пушку, тоже качаем топовую ходовую. По оборудованию я собрал прям истинную кустовую ПТ-САУ. Это у нас сериотрубы, маск, сети, поставил еще там увеличить все себе параметры, конечно же, вентиль, потому что рубка-то у нас закрытая, можем себе позволить. Вот углы вертикальной наводки у нас шикарные, минус 14. Шведы могут себе позволить. Да. По ХП у нас 415, это очень мало. По мобильности в принципе неплохо, 43 вперед, 20 назад, но всего лишь 12,5 лошадей удельная мощность. Это говорит о том, что она очень медленно набирает свою максимальную скорость. По незаметности, ну поскольку у нас маск сеть, но у нас у экипажа не вкачан, кстати, перк незаметности, я пересадил, это тут сборная солянка, вот, на чем-то есть, на чем-то нет, но в итоге по незаметности, так, секунду, так, по незаметности у нас сейчас почти 50% неподвижной машины, 22 в движении, ну, можно достичь где-то там процентов 53, если будет 54-55 даже, если вкачать у всего экипажа перк незаметности. По обзору у нас со стереовым трубом 379 метров и 33 штраф за то, что у меня, как всегда, экипаж не переобучен на эту машину. А зачем мне с 10 левела с ПТшки переобучивать экипаж на эту тачку? Ну, это глупо, чтобы потом тратить голду, а это я делать не хочу.
Вот. Обзор, в принципе, неплохой, когда экипаж вкачан нормально именно на эту машинку. Вот, по плюсам и минусам. Хорошая пушка, хорошее пробитие, точность неплохая, альфа неплохая, 110, да, неплохая по скорости заряжания, особенно по скорости полета снаряда. Кстати, мы их не посмотрели. Вот, ББХ основная у нас летит 690, 740, это у нас летит тоже ББХ, кстати, голдовая. Вот, сказать прям, что супер скорость полета нет, но в принципе играбельно. Против УШСов с фугасницей сравнивать. Вот, значит, дальше по снаряжению ставим ремку, аптечку. Я еще поставил допаек, чтобы нивелировать потери с того, что у меня экипаж не переобучен. Экипаж, 4 члена экипажа, первым перком командиру лампу, всем остальным обязательно ремонт. Дальше боевое братство, всем вторым перком. Дальше качать, как показано в таблице. Так вот, продолжим по плюсам и минусам данной ПТ. Плюс это пушка, в принципе, плюс. Брони нету, это минус. Подвижность такая больше все-таки минус. Незаметность хорошая, но мы ПТ САУ еще на маск сети. И обзор, в принципе, неплохой. Поэтому плюс на минусы где-то 50. Прям сказать, что это супер комфортная ПТ САУ, ну, на и не скажешь, да, из-за отсутствия подвижности. Ну и скорость полета снарядов не хватает для суперкомфортной игры. Поэтому ну, как-то так. Предлагаю уже поехать в бой, пощупать эту ПТшку, посмотрим, на что она способна. Погнали. Так, попали мы на аэродром. У нас обзор ПТ САУ шведов 4 уровня, САУ М43. Я делаю обзор этой ПТшки, это обычная проходная прокачиваемая ветка, вот, на обычные пушки, не топовые, не на фугаснице, потому что на фугаснице особый стиль игры, может быть я сделаю отдельный обзор по этой танкерке на фугаснице, потому что сведение, скорость полета снаряда, заряжается, все долго, и это такой танк со своеобразной, ну, фугасница пушка, а мы будем играть. Надо идти в приподнятом настроении. У нас маск сеть, рога. Вот. Сейчас мы заныкаемся вот сюда и будем отстреливать врагов своим невероятно хорошим пушками. Наверное. Я вся так думаю, сейчас стреляю. Вот. Подвижность у нее такая посредственная, конечно, но есть какая-никакая. Пока смотрим на балкон, сейчас туда кто-нибудь залетит. О, здрасте. Классно он так заехал. Вот, валит, правильно. А что, там будет кто-нибудь у нас на балконе, нет? Назад более-менее откатывается, кстати говоря. Ух ты, как мы его пропустили. Проехал такой себе. Засветили об землю, на! Вот мы ему больно стукнули. Сейчас без почки будет ездить. Без почки. Все, Сказал, выход всегда есть, достал пистолет и застрелился в голову. Не все так просто, ребят. Все нормально, сейчас мы его завалим. Эх, не поехал дальше. Ну, дружок, пирожок. Так, ну-ка. Что там, умирать будешь? Ну, давай. Сюрприза не получилось.
На тебе. Старались весь день. Вот КВ-1 даже пробили. Все на мази. Все. С КВ закончили. Слушайте, ну счет-то вообще не хороший для нас. Если мы здесь останемся стоять, мы банально ничего не настреляем. Тут уже все, противник откис команды. Ну как есть, ребята, мы направление держали. Вот тут просто увы по команде противника. Мы же ПТ, мы больше все-таки настреливаем, когда на нас едут, и на нас уже, походу, никто не поедет. Давай, давай, гони. Ё-моё, ничего не успели стрелять. Вот такая вот, это ПТ САУ. Такой вот бой. 300 урона успели дать и все. Они все загорой. Потому что они поедут уже не умалишенные. Он сейчас там в кустиках будет своих. Ну, смысла мне нет ехать вперед. Надеюсь, что он только сюда вот выкатится. Нет, он туда не выкатится. Из-за уголка там играет. Не-не, ну уже ехать нет смысла. Скорости у нас особо нету. Нет, пушка хорошая. Не фугасница на этой машине играется абсолютно нормально. Вот, поэтому хотите настреливать, а не умирать в надежде с фугасницы дать кому-то на 350 альфы, то эта пушка вполне для вас. И на этой танкетке она абсолютно, как на кустовой ПТ, играется ДПМная, в принципе. Хорошее пробитие, хорошая альфа. Все у нас есть. Ну, да, конечно. Не самый лучший результат, но мы ПТ САУ, не танк ближнего боя. Ребят, пишите свои комментарии, какое вы там оборудование используете на этой ПТшке с такой пушкой. Нравится вам она или нет. Как по мне, твердые 4 она заслуживает. Поэтому, ну, а какую еще оценку? Подписывайтесь на канал, ставьте лайкосы, забегайте ко мне на канал почаще. Вот. До скорых встреч на канале Индомита. Вот, пока. Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик.